Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вернулись наши ноготочки со втиркой. Как вы видите, относились они просто великолепно. Немножечко подзатерлись торцы от регулярной работы нашей клиентки. Ну, слава богу, прошел уже месяц, они должны затираться. Девочки, на самом деле материал должен затираться. Ногти должны терять товарный вид в течение месяца. Это просто обязаны они делать, потому что через 3 недели клиент должен прийти к нам на коррекцию. Зачем ему ходить дольше? Зачем мы все мастера всеми силами стараемся сделать таким образом, чтобы ногти носились дольше, чем месяц? Они не должны носиться, они должны терять товарный вид и должны подстегивать нашего клиента прийти к нам на коррекцию. Но при этом, конечно же, дизайн, который мы для своего клиента сделали, не должен отваливаться локтями. То есть здесь должен быть какой-то компромисс. Затертые торцы, я считаю, вполне нормальным понятием. Если бы этот торец расслоился и у меня бы в руках остался только финишное покрытие отдельно ноготь и вся бы втирка слезла, то это было бы уже не совсем нормально. Мы же тем временем, как обычно, делаем коррекцию. В данном случае у нас практически прямо растущие ногти, сильно мы с ними заморачиваться не будем. Здесь все довольно-таки просто, поэтому отодвинули кутикулу, убрали птериги, нанесли праймер, базовый гель, поехали, моделируем. Моделировать сегодня будем полигелем. Как вы видите, на моем канале, в принципе, уже очень много работ я делаю именно на этом материале. Очень он мне нравится за счет легкости в работе, за счет того, что он очень легко выкладывается, безумно легко опиливается. Он прям как по маслу пилится, и это очень здорово. Цвет камуфляжика вот этот вот меня просто в себя влюбил, мне очень нравится, как это выглядит. А еще мне нравится, что этот материал в баночках, а не в тюбиках, и не нужно его долго и нудно выдавливать. Поэтому ссылочку на этот материал, как обычно, ищите в описании. Этот материал мой любимый, очень сильно рекомендую. Далее опиливаем поверхность нашего ноготочка. Фрезой снимаем изначально тот материал, который мы сразу видим, что он у нас лишний. Хотя на самом деле такого материала здесь немного, потому что, опять же, полигель позволяет выложить его максимально четко. Далее при помощи пилки буквально-таки заравниваем поверхность после фрезы, и наши ноготочки готовы. После того, как опил полностью готов, выполняем маникюр. Каждый выполняет в той технике, которая ему нравится. Мне не нравится никакая техника, поэтому выполняю я его кое-как. Потом переходим уже к покрытию наших ноготков. Покрывать сегодня будем вот таким вот замечательным кремово-бежевым оттенком. Очень вкусно смотрится, и рисовать будем смешных яблок. У нас сентябрь, как раз таки яблочный сезон, поспевают всякие разные яблоки на деревьях, поэтому рисуем смешных яблок, они будут как никогда кстати. Итак, яблочки. Начинаем яблочки с создания подмалевка. На подмалевке нам необходимо сделать форму нашего яблока. То есть проследить за тем, чтобы яблоко по форме было похоже на яблоко, а не на банан. Потому что если яблоко будет похоже на банан, ну как бы не яблоко у нас получится. А еще яблоко может быть похоже на кружочек, или на треугольничек, или на какую-нибудь бочечку, поэтому внимательно в этом моменте. Яблоко у нас имеет форму слегка видоизмененного сердечка. То есть у нас провал посередине, круглый кончик. В тот провал, где у нас посередине находится, вернее, в тот провал, который находится у нас посередине, именно в него мы будем сажать хвостик нашего яблочка. Поэтому в этом месте располагаем тень под хвостик. Ну и, конечно же, тень у нас находится с одной стороны нашего яблока, с той стороны, куда свет у нас не попадает.
Поэтому одну сторону яблочка мы теним, в хвостике яблочка делаем такую себе махрушечку, а с другой стороны яблочка мы будем высветлять. Не забываем, конечно же, посадить хвостик на наше яблоко. Высветлять будем светло-неоновым оранжевым тоном. Очень интересно, он ляжет в наше яблоко. Вообще использование неоновых оттенков в дизайне, особенно в росписи каких-то фруктов или каких-то цветочков или чего-то такого интересного, вот неоновые оттенки в этом случае всегда очень выигрышно выглядят. Но на самом деле яблочко мы делаем довольно-таки стилизованное, то есть мы не прорабатываем, мы не стараемся сделать прям гиперреалистичное яблоко, потому что мы из него будем делать мультяшного персонажа. Мы добавляем на наше яблоко мордочку, мы рисуем глазки, ротик и получаем довольно интересный вариант. Для того, чтобы проще нарисовать глаза, мы рисуем сначала черный подмалевок, хорошенечко его просушиваем, а потом заполняем этот подмалевок беленькой красочкой. Потому что именно в таком варианте у нас получится такое ощущение, как будто мы долго и нудно наши глаза тоненькой кисточкой по кругу прорисовывали тонкими линиями. Это для тех людей, кстати, которые тонкие линии рисовать не умеют. Вот вам вариантик. В таком варианте при закрашивании вам очень легко проконтролировать ту линию, которая остается не закрашенная. Ну и, собственно говоря, из-за высот материалов глазки у нас получаются тоже объемные, только потому что на них много материала налито. И это тоже добавляет интереса нашему персонажу. Итак, заполняем глазки беленькой красочкой, расставляем зрачки, опять же, черненькой красочкой. Зрачки можем поставить по-разному, в зависимости от расположения зрачков поменяется ощущение от выражения лица нашего персонажа. И добавляем немножечко зеленухи, то есть добавляем зеленых листиков. Для того, чтобы листики выглядели более интересно, мы рисуем сначала темно-зеленые листья, а потом светло-зеленым ярким неоновым оттенком добавляем вкрапления. В них рисуем такие себе прожилочки. Готово наше яблочко, осталось его прорисовать тонкой линией, контурим полностью весь дизайн, привязываем хвостик к поверхности нашего яблочка, рисуем на листике еще дополнительные темные прожилки. В общем, обрисовываем, делаем из него разукрашку, рисуем полностью все по кругу. Осталось перекрыть все это безобразие финишным покрытием, и поверх финишного покрытия будем добавлять еще белые акценты. Для того, чтобы наше яблочко засветилось, заиграло, стало довольно-таки веселое, выставляем белые блики. А вот бликуем мы уже не всю поверхность и не по кругу. Выбликовываем только те места, которые будут основными в нашем дизайне, куда попадает больше всего света.
Итак, вот такие вот шутливые ногти у нас получились. Веселые яблоки будут радовать нас на протяжении месяца. Скоро клиентка придет уже на коррекцию, будем менять ей на что-нибудь новенькое. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал, надеюсь, не забыли поставить лайк этому ролику. На сегодня у меня для вас все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всем до новых встреч. Пока.